Вы задумывались, почему эфир, на основании которого знаменитые ученые XIX века выстраивали свои теории и получали действительно интересные экспериментальные данные, вдруг так резко исчез? В начале 20 века все исследования по эфиру свернули, а те ученые, которые пытались поднимать эту тему, стыкались с различными искусственными препятствиями. Одновременно в печатных изданиях по всему миру началась очистка публикаций и удаление понятия «эфир» из научных статей. Вы уже, наверное, видели таблицу Дмитрия Ивановича Менделеева, которую он составил при своей жизни. В ней присутствует нулевой период и нулевой ряд, а сам основной труд выдающегося ученого носит название «Попытка химического понимания мирового эфира». Менделеев открыто заявлял, что все химические вещества имеют в своей основе эфир. По словам ученого, эфир состоит из элементов, он неоднородный и он дискретен. История изучения эфира уходит далеко в прошлое, рассмотрим лишь несколько интересных моментов. Из немногочисленных дошедших до нас трудов древнегреческих ученых можно понять, что эфир тогда понимался как особое небесное вещество, заполнитель пустоты в космосе. Платон в диалоге Тимей сообщает, что Бог создал мир из эфира. Лукреций Кар в поэме о природе вещей упоминает, что эфир питает созвездия, то есть светила состоят из сгущенного эфира. В одном из своих видео я уже раскрывал тему, что внутри планет. Ссылка на видео в описании к этому ролику. Рене Декарт отрицал пустоту и считал, что все пространство заполнено первоматерией или ее производными. Невидимый эфир Декарта заполнял все свободное от материи пространство Вселенной, однако не оказывал сопротивления при движении в нем вещественных тел. Учение Декарта о свете было существенно развито Гюйгенсом в его трактате о свете. Он рассматривал свет как волны в эфире и разработал математические основы волновой оптики. В конце 17 века были открыты несколько необычных оптических явлений, которые следовало согласовать с моделью светоносного эфира: дифракция, интерференция, двойное лучепреломление. В области электромагнетизма также были попытки изучения свойств эфира. Когда эксперименты Герца подтвердили теорию Максвелла, эфир стал рассматриваться как общий носитель света, электричества и магнетизма. Волновая оптика превратилась в органическую часть теории Максвелла, и возникла надежда построить физическую модель эфира на этом фундаменте. Исследованиями в этой области занимались крупнейшие ученые всего мира. Как же так получилось, что вся мощь науки, ученые, лаборатории, все проводили опыты и пытались изучить свойства эфира, и вдруг в один момент все замолкли? Главной причиной, по которой физическое понятие эфира было отвергнуто, стал тот факт, что это понятие после разработки специальной теории относительности Эйнштейна оказалось лишним. Хорошо, что на существование самого эфира это никак не повлияло. Теория относительности на самом деле ничего не говорит о существовании или несуществовании материи, пронизывающей всю Вселенную. Но нельзя говорить об этом, потому что это табу. Как вы уже могли догадаться, введенный негласный запрет для современной науки на изучение эфира, и тем более на применение технологий с его использованием, был сделан целенаправленно. Думаю, вас, как и меня, не так сильно интересует, кто именно ввел этот запрет, а больше интересуют технологии, которые могут быть внедрены с применением эфира. Несмотря на запреты и многочисленные препятствия, закрытое сообщество ученых смогло добиться потрясающих результатов в изучении мироустройства и применении эфирных технологий. Пришло то время, когда об этом можно открыто говорить, так как это единственный шанс нашему человечеству выйти из потребительского тупика, в котором оказался весь мир. Если вам интересно получить знания об эфире, оставляйте заявку на онлайн-обучение в нашем университете по ссылке в описании к этому видео. С вами был Сергей Шутяк. До встречи в университете.